Всем привет! К нам, кажется, опять возвращается лето. Хотя сегодня холодный ветерок, но уже солнечно. И вот я сейчас сижу в машине, очень-очень жарко. Поэтому я надеюсь, что лето будет потихоньку возвращаться. Хотя не такими шагами, семимильными шагами, которыми я бы хотела, чтобы оно вернулось. Но все равно улучшение погоды есть. Хотя, смотрю на прогноз, май должен быть у нас довольно-таки дождливый. Я выехала из дома по своим неотложным делам. Планов у меня много на сегодняшний день. Май месяц, в начале мая в Польше, это очень такой волнительный месяц, не только из-за праздников, но из-за экзаменов на аттестат зрелости, которые в Польше называются матура. И если найду немножко времени, я вам расскажу, потому что вы просили меня рассказать, что, с чем и почему. Вот. Так что расскажу вам, и даже те, которые не сдают эти экзамены, всегда интересуются, ну, потому что это такая волнительная тема, очень такой важный экзамен, который дает путевку в жизнь и право поступления в вузы. Поэтому все детали вам постараюсь рассказать. Вот бегу по делам, вышла из машины, обратила внимание, что после последних дождей трава вымахала уже почти по колено. И интересно, в этом году будут ее косить или будут также оставлять, как в предыдущие годы. Вот они как-то косили, так в одних местах косили, а в других в центре города даже оставляли огромную траву на целое лето. Посмотрим, какая концепция в этом году. Ну вот, почти все те вопросы, которые мне нужно было решить, я хорошо порешала. Сейчас займусь уже такими домашними делами. Есть пару минут, пока буду идти к машине, могу прогуляться по городу. Благо сейчас молодежь еще в школе, большинство людей на работе. Видите, людей немного, поэтому классно. Забежала на минутку в Пепко и посмотрите, какие классные нашла формочки. Мне как раз они не нужны, у меня есть такой наборчик, но у меня он пластмассовый. А здесь, посмотрите, нашла такой металлический, довольно такой солидный. И все мерные стаканчики вместе. Даже лучше, чем у меня, потому что я думаю, что металлические более солидные. Вот, посмотрите, от одного стакана до 1/8, кажется. И цена тоже неплохая. 30 злотых за это все. За такой комплект я считаю, что это классная вещь, особенно если вы много печете. Вот набор ножей тоже классный. На этом стеллаже всегда какие-то такие бюджетные неплохие находочки. Поэтому, если заходите в Пепко, обязательно обратите внимание. Вот. Еще покажу вам вот такая лопаточка для тортов. Вот это я покупала, такой венчик 5 злотых, и я очень им довольна. Еще покажу вам ложки. 2,50, кажется, одна, деревянные. Тоже очень классные. Сейчас проверим. Да, точно, 2,50. Это очень классная цена за такую вещь. И их есть тут несколько вариантов, так что можно подобрать себе. Вот. Вот такой молоточек для мяса. Он 10 злотых стоит, тоже хорошая цена. Так что в Пепко сейчас новая коллекция. Я по одежде ходить не буду, только так поверхностно вам покажу. Вот есть детская обувь, ее полно. Вот, красивые платья есть, маечки, даже уже завезли купальники. Заглядывайте в Теско, подбирайте, что вам нужно. Носочки. Вот вышла на улицу, дома холодно. Мы уже не топим, потому что как бы середина мая, да, и приходится, видите, дома одела даже такую безрукавочку, вышла на улицу. Прекрасная погода. Совершенно по-другому открыла балкон, открыла окна, чтобы дома что-то нагрелось от этого уличного тепла. Выходишь, очень приятно.
Итак, я дома занимаюсь уже домашними делами. Вот так по-домашнему к вам вышла в перерыве, когда есть минутка, чтобы рассказать о том, о чем уже обещала. Обещала я вам рассказать о том, какие же события происходят в Польше в мае, после майских праздников. А это целая такая серия экзаменов матуральных, то есть на аттестат зрелости, или попросту матура, как она называется в Польше. Вот. И все это очень переживают, следят, спрашивают. Экзамены начинаются с 4 мая после выходных. Длятся базовые экзамены 3 дня. Это польский, математика, иностранный язык. В базовом варианте сдают все. И также есть еще один вариант расширенный, матура расширена, то есть углубленные варианты. Это тоже нужно, каждый должен там что-то себе выбрать. Вот, и обязательно сдать. Вот, но выбираются это уже согласно профилю, который по которому вы учились все 4 года в лицее или же в техникуме. Вот, потому что когда вы идете в среднее учебное заведение, то вы должны уже выбрать себе профиль, класс, в котором вы будете учиться, и тогда потом, соответственно, будете такие же экзамены сдавать, и по этим же экзаменам вас будут принимать в высшее учебное заведение. Поэтому после 8 класса уже вы должны определиться со своей такой будущей профессией, будущим вашим направлением уже под вуз. В этом возрасте это, конечно, очень тяжело. Многие меняют, многие недовольны, многие ошибаются. Но это тот момент, когда нужно действительно хорошо подумать. Хотя бывает так, что хорошо подумала, потом тебе это не нравится. Но это уже другая история, о которой мы сегодня не будем разговаривать. Но вот, что касается далее экзаменов, иностранный язык вы можете выбрать не только тот, который вы изучали в школе, вы можете задекларировать другой язык, который находится в списке языков, которые возможно сдавать, и также вы можете отказаться от своего языка и выбрать такой, который вы знаете, хотите и вам нужно. Вот. Но это нужно, кажется, год или полгода раньше в школе задекларировать, чтобы для вас приготовили комиссию, там, тест и так далее. Ну, просто куда-то дали эту информацию, что вот есть такой кандидат, который хочет сдавать другой язык. Это раз. Два. Экзамены базовые идут как бы каждый день, то есть 4, 5, 6, если, конечно же, не входят выходные. Например, в этом году 4 это был четверг, сдавали польский и поменяли, я такого не помню, чтобы такое было изменение, не сдавали вторую математику, только сдавали в пятницу иностранный язык, а математику уже переложили на понедельник. И я считаю это классно, потому что к математике нужно подготовиться. Но вообще считаю это тяжело. В день сдавать 3 экзамена: математика, польский и иностранный язык без передышки и без перерыва. Я считаю, что все-таки между экзаменами 1-2 дня должны дать на такую вот передышку и что-то может повторить и как-то прийти в себя. Но здесь нет. Здесь нужно все сдавать день по дню. И потом уже выстраивается график, в какие дни будут сдаваться расширенные углубленные предметы, то есть по вашему профилю, и вы в те дни сдаете. Также еще один нюанс, это то, что есть еще не только письменный, но и устный экзамен по польскому и иностранному языку. Это тоже отдельные термины, отдельные даты, когда нужно приходить и сдавать перед комиссией уже. Но смешной момент тот, что эти экзамены никуда не всчитываются. То есть, если вы будете поступать, вам никто не будет обращать внимание на ту отметку, которую вы получили на устном экзамене. Не сдать нельзя, сдашь, никому это не надо. И поэтому для меня это странно. Зачем вообще создавать комиссии, тратить деньги государственные? Вообще для детей это стресс, конечно же, прийти. Если этот экзамен не нужен, то зачем тогда его проводить? Ну, вот такая вот моя дигрессия. Вот. И потом уже на результаты всех экзаменов нужно ждать 2 месяца. Представляете? Пишешь экзамены, например, в мае или даже больше. Я вот не знаю, кто знает, поправьте меня. Мне кажется, что в конце июля дают экзамены. Или в конце июня, или в конце июля только приходят результаты. Может, в конце июня 2 месяца ждать. Даже 2 месяца это все равно слишком долго, чтобы получить результаты своих экзаменов.
Вот такая вот история. Поэтому сейчас в мае каждый день кто-то что-то сдает уже в расширенном варианте. И везде стресс, везде нервы, везде какие-то переживания, потому что экзамены с года на год становятся все труднее и труднее, особенно эти расширенные, эти углубленные. Вот. Вот такой май в Польше. Хочу показать вам интересную информацию на тему билетов ПКП Интерсити в Польше. И сейчас стартовала такая как бы промо-акция. Аж 1,5 миллиона билетов в супер ценах до конца мая. И в чем же она заключается? Сейчас посмотрим. Вот здесь написано, что самые такие интересные направления в Польше, например, с Варшавы до Кракова, до Тrójmiasta, Катовиц или Познания, цены билетов могут начинаться от даже 19 злотых. Например, из Люблина, Лодзи или Белостока также уже возможны билеты за 14 злотых. Также эта промо-акция включает в себя билеты на поезда Pendolino. И между самыми большими польскими городами билеты уже стартуют от 49 злотых. То есть очень классные билеты. Есть даже страничка такая специальная, где можно эти билеты находить. Здесь в этой статье нет, есть. Вот, Intercity.pl промо-билет. Если, вот я вам покажу ближе. Вот, сейчас туда зайдем. И здесь можно вписывать, какие у вас направления, откуда до куда и в какой день. И тогда вам покажут цену билета. Поэтому, если кто-то планирует такого типа поездки в мае месяце, можно воспользоваться этой промо-акцией.